Предновогодние дни – это особенное время. Время, когда хочется верить в волшебство, быть рядом с родными и близкими, дарить подарки и погружаться в традиции. Но где же скрывается настоящий дух Рождества? Возможно, он проживает там, где ежегодно собираются тысячи людей, чтобы насладиться красивыми украшениями, попробовать традиционные угощения и проникнуться ожиданием праздника. И знаете, мы, поддавшись очарованию этих особенных предпраздничных дней, решили отправиться также в очень особенное путешествие. Путешествие по зимним европейским ярмаркам. Рождественские ярмарки – это километры хорошего настроения, света праздничных украшений и вкусных ароматов. Но все же, в чем их уникальность? Почему люди с таким нетерпением ждут их открытия? Да и вообще, как в Европе готовятся к Рождеству? И сильно ли эта подготовка отличается от нашей? Без чего местные жители не представляют себе праздника и какие мелочи создают здесь особенную атмосферу? Ну и, наконец, что стоит увидеть или попробовать на рождественской ярмарке хотя бы раз в жизни, чтобы по-настоящему понять дух европейского Рождества? Ответы на эти и другие вопросы мы дадим в нашем выпуске. Для этого мы посетим 6 самых, по нашему мнению, ярких и уютных рождественских ярмарок в 3 странах Европы. И к концу этого путешествия мы не только ближе познакомимся с традициями встречи Рождества, но и выберем ярмарку, которая, на наш взгляд, является лучшей для посещения и для погружения в атмосферу праздника. Будет по-настоящему празднично и увлекательно. И прежде чем мы начнем, поддержите нас, пожалуйста, лайком и подпиской. А также делитесь в комментариях вашими любимыми рождественскими локациями. Ну что, готовы окунуться в праздничное настроение? Тогда начинаем! Нашу новогоднюю сказку мы начнем в Германии. Рождество в Германии называется Weihnachten. Немцы празднуют его в ночь сочельника с 24 на 25 декабря. Хотя фактически подготовка к Рождеству в Германии стартует еще в ноябре, когда открываются рождественские ярмарки. Как правило, это происходит в последнюю неделю перед декабрем. Вообще, рождественские ярмарки в Европе существуют уже более 700 лет. Еще в XIV веке на рождественские базары приходили покупать все, что связано с праздником. Подарки, сладости, игрушки, рождественские украшения, книги и тому подобное. И как-то оно так и завелось с тех пор. Первым предвестником Рождества в Германии становятся, кто бы мог подумать, сладости. Например, спекулатиус и лепкухен. Они как гром среди ясного неба появляются на полках супермаркетов еще в начале сентября. Лепкухен по составу и вкусу напоминает всем нам хорошо знакомые классические пряники, разве что они помягче. А вот спекулатиус – это особенный для Германии рождественский деликатес. Это, по сути, печеньки из гвоздики, кардамона, корицы и мускатного ореха. И в целом очень вкусные штучки, которые наверняка понравились бы даже Деду Морозу. Его здесь, кстати, зовут Святым Николаем или просто Николасом. А вот его местный антипод – это Крампус, и уж лучше с ним не встречаться, потому что обычно его изображают как пугающего демона или получеловека-полукозла с рогами, острыми зубами и длинным языком. Не самый располагающий персонаж. Но оставим Крампуса непослушным детям и переместимся в самое сердце Германии, в заснеженные горы региона Харц, в котором находится один особенный маленький город. Ну что, мы приехали в Квиндельбург. Мы приехали в Квиндельбург, если я правильно его называла. Так, попробуем еще раз. Город называется Квиндленбург. Квидленбург. Ах ты! Как называется? Квидленбург. Мы приехали в Квиндельбург, и здесь, как и во всех городах Германии, на Новый год устанавливают рождественскую ярмарку. Вообще-то, Кведленбург – это совсем небольшой городок с населением всего в 23 тысячи человек, но история его основания уходит еще к временам первого немецкого короля.
И, на удивление, город совсем не сильно изменился со времен Средневековья. Поэтому здесь можно увидеть так много фахверковых домов. Настолько много, что город даже включили в список ЮНЕСКО. Да и в целом, Кведленбург – это просто очень милый и очаровательный город для посещения. Как город называется? Город называется Кведленбург, и сейчас он находится в таком очень рождественском настроении, он покрыт снежком, тут куча всяких украшений, вот, и очень холодно. Все это создает идеальное настроение, чтобы вернуться в машину побыстрее. Но мы приехали сюда именно из-за ярмарки. Под Рождество все в городе затихает, и люди стягиваются к огням и звукам рождественских ярмарок. Типичная рождественская ярмарка – это один или несколько кварталов города, где празднично прогуливаются люди и где расположено большое количество небольших киосков с различными рождественскими товарами. Товары эти могут быть абсолютно разными, но в первую очередь это, конечно же, еда и напитки. Какой праздник без этого? Есть несколько вещей, которые обязательно нужно попробовать на рождественской ярмарке в Германии. Одна из них – это какой-нибудь немецкий специалитет, типа братвурст. И, само собой, попить какого-нибудь алкоголя, типа глинтвейна или что-то пожестче, потому что здесь есть и ромовые напитки. Поверьте, запахи разнообразных вкусностей доносятся здесь из каждого угла. Поэтому первым делом на ярмарке следует Покушать. Или поесть. Ты как считаешь? Покушать, конечно. Покушать? Покушать. Это литературное слово. Да. Ну хорошо. типичная еда, которую здесь можно отведать, это горячие длинные сосиски, завернутые в булку хлеба. Что-то наподобие хот-догов. А вот напитков здесь большое разнообразие. Их все объединяет одно. Они горячительные и очень вкусно пахнут пряностями. Конечно, самый популярный напиток уже на протяжении многих лет – это глинтвейн, который в Германии называется глюhwein. Глинтвейн подается, как правило, в керамических или стеклянных кружках с символикой ярмарки, где напиток был куплен. В общем, мы взяли глинтвейнчика. Здесь такая особенность на ярмарках. Ты покупаешь глинтвейн, и туда входит сумма фанда, то есть за кружку. Ты можешь эту кружку не отдавать и взять ее в качестве сувенира. Либо ты можешь с этой кружкой походить везде, покупать разные напитки и наливать в нее, а потом вернуть эту кружку туда, где ты ее взял, и тебе вернут денежку. Кстати, очень многие даже коллекционируют такие кружки годами, ведь дизайн кружек меняется из года в год. Согревшись и подкрепившись, имеет смысл еще немного полюбоваться Кведленбургской рождественской ярмаркой и ее интересностями. Что там такое? Ничего необычного. Это мы через пару часов прогулки. Реально. Но знаете, все же по-настоящему рождественская атмосфера на ярмарках раскрывается именно с заходом солнца. В связи с этим переместимся на несколько часов и километров вперед, в город Вернигероде. Ну что, мы приехали в город немецкий, называется Вернигероде. Очень нетипичное немецкое название и очень нетипично выглядит ярмарка. Очень ярко, очень красиво, очень уютно. Сейчас покажем. Вернигероде – это еще один маленький и очень уютный немецкий городок, расположенный всего в 30 километрах от Кведленбурга. Под Рождество, после заката солнца, улицы этого города загораются словно гирлянда. Толпы людей выходят, чтобы прогуляться среди огней светящихся магазинчиков и украшений ярмарки. Выделяется среди них вот такая деревянная крутящаяся конструкция, украшенная фигурками. Она называется рождественской пирамидой – Weihnachtspyramide. Такие пирамиды можно увидеть на ярмарках по всей Германии. Кстати, в Кведленбурге тоже была подобная. Эти пирамидки с недавних пор даже можно встретить в других европейских странах. К вечеру, к вкусным ароматам сладостей и напитков, на ярмарке добавляются звуки музыки и смеха.
Хочется веселиться и наслаждаться происходящим. Даже холода зимних вечеров уходят на задний план под действием согревающих напитков. Горячо, согревает. Горячо даже? Вау. Кстати, не забываем полюбоваться местными кружками. Гуляя по рождественской ярмарке, наполненной жизнью и радостью, очень быстро забываешься и начинаешь ощущать тот же трепет, который бывал в детстве перед новогодними праздниками. Да и сам на короткий момент снова превращаешься в ребенка. Я хочу творожные вкусняшки. А еще погромче скажи. Я хочу творожные вкусняшки. А в общем и целом, ярмарка в Вернигероде – это прямо настоящая атмосфера праздника. Хотя город совсем небольшой, но рождественская ярмарка здесь очень насыщенная и оставляет неизгладимое впечатление. Определенно одно из лучших мест, чтобы насладиться прелестью предновогоднего времени. Прежде чем мы покинем регион Харц, чтобы увидеть еще больше рождественских ярмарок, хочется упомянуть еще пару вещей, которые в Германии можно увидеть только перед самым Рождеством. В декабре, путешествуя по стране, можно случайно увидеть паровозы, украшенные в рождественской тематике. Они так и называются – рождественские поезда. Обычно их организуют железнодорожные общества или музеи. И ездят они исключительно для создания праздничной атмосферы. Как будто оказываешься во вселенной Гарри Поттера и видишь поезд, который отправляется в школу чародейства и волшебства. Это очень здорово. А еще одна рождественская традиция в Германии – это адвент-календари. Что это у тебя такое? Ну, какой был? Это адвент-календарь. Так, в чем его идея? Каждый день с 1 декабря по 24 декабря нужно открывать одно окошечко. Как правило, там лежат либо какие-то сладости, либо какие-то задания, пожелания. Есть разные, нам подарили вот этот с мужчинами. Адвент-календари бывают абсолютно разными. Например, в этом в каждом окошке находится фигурка покемона. Достаточно креативно. Но одно остается верным для всех таких календарей. У них у всех ровно 24 окошка. Адвент-календари в Германии не принято покупать самому себе. Почти всегда это подарок от близких людей. И стоит ли говорить, что эти календари очень усиливают ожидание праздника. И, наконец, прежде чем мы снова окунемся в атмосферу ярмарок, хочется упомянуть еще о растении, листья которого становятся красными только в зимний период перед Рождеством. Из-за этой особенности растение в Германии романтично прозвали рождественской звездой. Растение можно найти в каждом немецком доме перед праздником. И, как нам кажется, это очень красивый символ приближения Рождества. Итак, мы уже успели полюбоваться рождественскими ярмарками в малых и уютных городах Германии. Ну а сильно ли они отличаются от больших, это мы сейчас и узнаем. Для этого переместимся в город, который из года в год оказывается в топе рождественских ярмарок мира – в Дрезден. Местная ярмарка, известная как Штрительмаркт, считается старейшей в мире и ведет свою историю аж с 15 века. Сейчас мы находимся в Дрездене на рождественской ярмарке, и ее особенность это то, что она раскидана по всему городу, по всему центру. И ты можешь заходить в разные части ее и чувствовать себя немножко по-разному. То есть ты можешь либо побольше такого уюта почувствовать, либо побольше, наоборот, толпы, смеха людей, вот этого всего шума. И что самое классное, по Дрезденской ярмарке можно ходить сколько угодно, потому что она раскидана по всему городу, и, соответственно, очень много интересного можно найти, просто гуляя без цели. В Дрездене ярмарка действительно поражает масштабами. Она раскидана сразу на несколько районов города, и чтобы исходить все ее уголки, понадобится очень много часов. Но из-за того, что части ярмарки расположились в самых лучших районах города, это действительно делает ее исследование только интереснее. Правда, нельзя отрицать, на этой ярмарке гораздо больше людей, нежели в Вернигероде или в Кветленбурге.
Хотя сильно это не мешает, опять же, из-за величины ярмарки. Помимо этого, Дрезденскую ярмарку сильно выделяет то, что здесь присутствует огромное количество ремесленников со всей Европы. То тут, то там попадаются умельцы, работающие с металлом, деревом, стеклом. Из-за того, что ремесленники одеты в свои традиционные костюмы и по факту устраивают живое представление гостям ярмарки, прогулка здесь превращается в интерактивное шоу. И это, безусловно, здорово. За процессом очень интересно наблюдать. Вся эта тематика как-то очень хорошо подходит под рождественскую. А что в нем такого особенного? Это ручная работа. Здесь все сделано с помощью напильничка. И стоит всего 10 евро. На самом деле для ручной работы, для ярмарки, я считаю, это не очень дорого. Потому что он очень милый. А еще Дрезденская ярмарка невероятно разнообразна. Кажется, что здесь можно найти все, что ассоциируется с Рождеством, и не только. Иногда попадаются и странные вещи. Мы тут даже нашли коллекционные купюры по 0 евро. Но где еще такое можно найти? На Штрицельмаркт, к слову, выставлена одна из самых высоких деревянных рождественских пирамид в мире, о которых мы уже упоминали. Ее высота составляет около 14 метров. А из особенных вкусностей мы нашли здесь горячее вишневое пиво. Очень рекомендуем попробовать. Интересно. Это какой-то горячий компот, только алкогольный. Да, это горячий алкогольный компот. И еще мы как следует распробовали традиционные орешки, покрытые карамелью. У немцев есть классная традиция, очень интересная, на мой взгляд. То, что для нас кажется обычными орешками, для них это целая рождественская история и вкус детства. Жареный миндаль у каждого немца ассоциируется с детством, Рождеством и Новым годом. Ну и, конечно, не стоит забывать, что Дрезден считается родиной традиционного рождественского штолена. Пирога с сухофруктами и пряностями, которые в Германии всегда едят на Рождество. Штолен обязательно стоит попробовать на его родине, в Дрездене. А в целом, про рождественскую дрезденскую ярмарку хочется сказать, что это действительно одна из лучших ярмарок. По крайней мере, по нашему мнению. Здесь в обилии присутствуют все элементы праздника до самых мельчайших деталей. Искусные декорации ларьков превращают рынок в сказочное место, где каждый уголок насыщен рождественским духом. Разнообразие еды просто поражает. Развлечения здесь можно найти и для детей, и для взрослых. Лично мы зарядили здесь настроением сполна. И пускай атмосфера Штрицельмаркт говорит сама за себя. И знаете, хотя Дрезденская ярмарка безусловно красива и масштабна и очень приятно поразила нас, хочется упомянуть все-таки еще об одном городе. Да, и расположен он совсем недалеко от Дрездена и тоже, по нашему мнению, очень красиво готовится к Рождеству. В общем, из всех ярмарок, что мы еще не посетили, мы отправляемся на ярмарку в Лейпциге, в нашем родном городе. Да. Посмотрим. Вообще, рождественская ярмарка в Лейпциге попадает очень часто в топы списков лучших ярмарок Европы. И это неспроста. Эта ярмарка тоже, как и в Дрездене, раскидана по различным площадям города. И из-за этого она становится еще интереснее. Отправляемся. Лейпциг, как и Дрезден, это еще один город, расположенный в Саксонии. Вот здесь. И по немецким меркам это достаточно крупный город. Рождественская ярмарка в Лейпциге также находится в самом центре, из-за чего вместе с ней можно попутно исследовать и самые красивые улочки города. По своим масштабам эта ярмарка несколько уступает Дрезденской, но точно не по плотности. Здесь основные части ярмарки соединяются главными пешеходными улицами города, из-за чего ты словно двигаешься между эдаких рождественских городков вдоль рядов бесконечных рождественских лавок. Как нам кажется, главная прелесть этой ярмарки
Это количество света от гирлянд, фонарей, рождественских звезд и, собственно, всего того, что светится. Чего только стоит украшение главного городского вокзала. Ежегодно под Рождество здание вокзала украшается яркими огнями, рождественскими елками и тематическими инсталляциями, создавая теплую праздничную атмосферу для его посетителей. Тут даже есть парочка рождественских киосков наподобие тех, что можно встретить на ярмарке. И это очень классно, ведь для большинства гостей Лейпцига исследование города начинается именно отсюда. Кстати, раз в год на этот вокзал прибывает особенный рождественский поезд, который везет очень особенный груз. Этот поезд от Кока-Колы и загружен несколькими рождественскими кока-кольными грузовиками. Да, прямо точь-в-точь, как в рекламе. В одном из вагонов, кстати, можно даже встретить Санта-Клауса. Очень классно. В Лейпциге в принципе можно найти кучу потаенных местечек, которые по-особенному украшены в эти дни. Например, это длинный холл, в конце которого расположилось большое и красиво наряженное рождественское дерево. Это место, где находится Ауэрбахский погреб, который упоминается в знаменитой трагедии Гёте «Фауст». И, в общем-то, именно так, гуляя по центру ярмарки, тебя невольно затягивают в части города с особенным значением. Кроме того, Лейпцигская рождественская ярмарка обладает и особенными тематическими частями, как, например, вот эта швейцарская деревня. Это, по сути, маленькая часть ярмарки, стоящая несколько особняком от ее центра. И здесь можно попробовать особенные для Швейцарии лакомства. Сейчас попробуем швейцарское блюдо, но ощущение, что это просто дрань. Это Schweizer Röstis. Очень экзотичное название, но не вкус. Это дрань. Это просто дрань. Но вообще главный смысл таких особенных частей ярмарки, как швейцарская деревня, заключается именно в создании особенного уюта какой-то другой части мира. И это не только классные дополнительные украшения ярмарки, но и отличный способ познакомиться с новыми праздничными традициями. Кстати, об этом. На ярмарках встречаются иногда, конечно, и довольно специфичные украшения. Не знаю почему, но на рождественских ярмарках Германии все представители детских сказок представлены в таком устрашающем, ужасающем слегка виде. Не знаю, может быть, это национальная особенность или это стилистика сказок конкретно этих, но выглядит очень устрашающе. Пожалуйста, человек рождественская какашка. Может быть, это происки Крампуса? А еще на Лейпцигской ярмарке обязательно стоит попробовать Feuerzangenbowle. Это традиционный немецкий горячительный алкогольный напиток, в основу которого входит подогретое красное вино с добавлением специй, как корица, гвоздика, цедра апельсина и лимона. Он несколько крепче, чем глинтвейн, и название напитка можно дословно перевести как «чаша с огненными щипцами», так как при приготовлении напитка на специальную металлическую решетку кладут пропитанный ромом сахарный конус. Этот сахар поджигают, и он медленно плавится и капает в вино, создавая сладкий пряный вкус с легким ароматом карамели. Вкус получается даже насыщеннее, чем у глинтвейна. Кстати, обратите внимание, какие в Лейпциге красивые рождественские кружки. Но в целом же хочется сказать, что на рождественскую ярмарку в Лейпциге точно имеет смысл ехать. В это время года город становится особенно уютным и по-праздничному приветливым. Местная ярмарка способна зарядить рождественским настроением и способна удивить своими особенными украшениями. Лейпцигская ярмарка, вкупе с другими уже посещенными нашими ярмарками, это не только отличный пример того, как выглядит приготовление к Рождеству в немецких городах, но и того, как выглядит настоящая атмосфера праздников для жителей Германии. Ну а что насчет других стран? Сильно ли подготовка к Рождеству отличается за пределами Германии? Давайте это выясним, а для этого переместимся в Бельгию, в красиво украшенный в это время года город Гент.
моменты из жизни. Иногда мы просто приезжаем в какие-то красивые места на планете, не планируя снять видео на YouTube. Какой планете? Что? Ты говоришь, на планете. На планете. Нет, я не говорил на планете. Вот, сейчас мы в Гане. Это такой... Мы не в Гане, мы в Генте. Сейчас мы в Генте. Это такой маленький датский город. Он не датский. Да, я знаю, я чуть путаю. Сейчас мы... Подожди. Мы в Гане, Попытка... в Гане, Да. мы в Генте, в Бельгии. Попытка 68. Сейчас мы в Генте. Это такой маленький бельгийский город. И он, на удивление, реально очень красивый. Мы приехали сюда по рекомендации друзей. Они сказали, это самый красивый. Да. Ну, сейчас посмотрим. Рождество в Бельгии не сильно отличается от немецкого, разве что праздник здесь называется Керсмис на нидерландском или Ноэль на французском, так как в Бельгии несколько государственных языков. А вот Деда Мороза здесь называют Синтеркласс или Сейнт-Николас. По сути, это тот же самый персонаж, что и в Германии. И на примере города Гент мы сейчас взглянем на подготовку к Рождеству в этой стране. Гент – это достаточно крупный по бельгийским меркам город, хотя его население всего около 270 тысяч человек. И, честно говоря, облик этого города разительно отличается от немецких городов. И путешественникам это заметно невооруженным взглядом. А рождественские ярмарки здесь открыты, как правило, еще некоторое время после Рождества. И это, безусловно, очень здорово, так как позволяет сохранить атмосферу праздника подольше. Есть одно такое известное заблуждение, что Рождество лучше встречать вот в такую снежную погоду, чтобы прохладненько было, снег хрустел. Но на самом деле Рождество в плюс 10 тоже очень даже. Очень приятно гулять. Да, поэтому я рекомендую. Может быть, кстати, в плюс 30 еще лучше. И, безусловно, заснеженные улицы и пейзажи, покрытые снегом, сильно добавляют атмосферы предрождественским дням. Но все же, как мы выяснили для себя, гуляя по рождественской ярмарке Гента, снег – это не главный ингредиент праздника. В подтверждение этому достаточно немного прогуляться по центру города. Ярмарка в Генте наполнена духом Рождества, не менее тех, что мы уже успели посмотреть. Центр ярмарки находится на площади Синт-Павлс-Плейн, где рядом с историческими зданиями разворачиваются ряды деревянных домиков. Во многом это место обладает теми же элементами рождественских ярмарок, что мы уже видели прежде, начиная от фигуры оловянных солдатиков и помощников Санты, заканчивая многочисленными каруселями и развлечениями для детей и взрослых. Обычно на ярмарке еще имеется ледовый каток, но из-за плюсовой температуры воздуха его креативно заменили роликовым. Что, однако, сильно выделяется, так это огромное колесо обозрения, стоящее на центральной площади города. Оно довольно высокое, настолько, что даже возвышается над крышами домов в округе. Выглядит очень здорово. И помимо этого, тут очень большой старый город, и из-за этого по нему бродить можно прям вот часами. Да, и сам город очень большой, очень много кафешек приятных, ресторанчиков, всяких магазинов, везде очень вкусно пахнет, очень чисто, убрано. А еще тут нет давки, несмотря на большое количество людей в празднике. Прекрасно. Город действительно красив, и мы очень рекомендуем его исследовать. Здесь много всего интересного. Но приехали мы сюда все же, чтобы поближе познакомиться с особенностями местной рождественской ярмарки. И конкретно это выделяется огромным количеством вкусной еды в праздничной тематике. Мы пришли сюда за сахарным инсультом. Из особенностей здесь мы нашли лакомство под названием чуррос. Вообще это испанский десерт, но здесь его научились очень здорово и вкусно готовить. Это такие особенные длинные хрустящие палочки из заварного теста, обжаренные во фритюре, которые посыпают сахаром или сахарной пудрой. Очень калорийно, но очень вкусно. Еще нам безумно понравились бельгийские вафли на этой ярмарке. Кто бы мог подумать, что бельгийские вафли такие вкусные в Бельгии. И отдельной похвалы заслуживают кофейни в Генте. Здесь подают особенный кофе, обильно приправленный пряностями. И все это в уютной и теплой атмосфере. Определенно стоит того.
целом же разнообразие еды на этой ярмарке очень велико, и каждый найдет себе что-то по вкусу. В остальном же, как и с другими городами, по ярмарке Гента обязательно нужно как следует пройтись, чтобы почувствовать всю прелесть именно этого места и зарядиться рождественским настроением. По возможности имеет смысл заглянуть в главный собор города. Он очень красив и по-особенному наряжен по случаю праздника. А самое главное, рождественские ярмарки в Бельгии, включая и Гент, обычно открыты с конца ноября вплоть до начала января. Поэтому, в отличие от немецких, эту ярмарку можно посетить даже после празднования Рождества, чтобы продлить ощущение праздника. Знаете, хотя в Генте очень даже неплохая ярмарка, город нам особенно запомнился своей архитектурой. И под конец нашего путешествия нам хочется погрузиться прямо в настоящую зиму и в настоящий праздник. А для этого переместимся на 1000 километров на восток Европы, в готовящуюся к встрече Рождества Чехию. То и в Европе бывает большое количество снега. Нас просто замело, вокруг снежные леса, снежные сугробы. Мы обязательно что-нибудь слепим из них, конечно. Вот. А пока идем за кофе. В этом году нам повезло, и мы застали Чехию полностью заметенной снегом. И это совсем незадолго до Рождества. С погодой, конечно, никогда не угадаешь, но на этот раз все сложилось идеально. Нравится? Так красиво, тут как будто снежная сказка. А вообще, в эту страну мы приехали ради одной из самых известных рождественских ярмарок во всем мире. И находится она в столице Чехии – Праге. Здесь город уже вовсю готов к встрече Ваноце. Так называется Рождество в Чехии. И здесь подарки дарит Ежишек, что вообще-то дословно переводится как «ребенок Иисус». Самая крупная и наиболее посещаемая часть местной ярмарки расположена в самом центре города на Староместской площади. Здесь устанавливается главная рождественская елка, и более 100 киосков предлагают традиционные чешские угощения, сувениры и изделия ручной работы. Но для справки, ярмарка раскидана на 4 основных локациях города: Староместская площадь, Вацлавская площадь, Площадь Республики и Площадь Мира. Поэтому бродить по ярмаркам города можно достаточно долго. Правда, в сочетании с глинтвейном прогулка превращается в что-то такое. Идем в поисках туалета. И как? Это самое противное всегда в путешествиях, это хотеть в туалет. И искать парковки. И когда еще холодно хотеть в туалет. Может, это и самое противное, зато это самое награждающее, когда ты находишь туалет. Если серьезно, на протяжении многих лет пражская ярмарка набрала огромную популярность не только у местных, но и у туристов. И сегодня это, конечно, выливается в проблему переполненности города перед праздниками. В общем, мы решили попасть в центр Праги, но здесь так много людей, что нам приходится стоять просто в людской буквально пробке и продвигаться по 2 метра в минуту. Вот такие вот дела. Честно говоря, толпы людей несколько портит атмосферу праздника. Но в конечном счете основной смысл рождественских ярмарок заключается именно в опыте совместного празднования, когда люди собираются вместе, чтобы разделить радость, насладиться уютной атмосферой, ароматами пряностей и глинтвейна. Просто здесь как-то перебор с этим. Но даже несмотря на загруженность ярмарки, мы как следует смогли насладиться ее исследованием. Самое классное в ней – это атмосфера главной площади города, где очень отчетливо ощущается дух праздника. Это место и без ярмарки выглядит впечатляюще, но в это время года особенно поражает. На Староместской площади, к слову, расположена одна из самых высоких новогодних елок в Европе. Ее высота достигает аж 25 метров. Выглядит дерево величественно и красиво.
Приятным бонусом прямо в центре ярмарки можно купить вкуснейшие трдельники. Наверное, наиболее узнаваемое чешское лакомство из всех. И как-то так получилось, что именно здесь, окруженный шумом тысяч радостных празднующих людей и аттракционов, всеми этими ароматами и интересностями, мы нашли тот самый заключительный элемент духа наступающего Рождества и идеальный финальный аккорд в путешествии по рождественским ярмаркам. К этому моменту мы уже посетили достаточно большое количество готовящихся к празднику городов. И здесь нам хотелось бы подвести итоги этого зимнего путешествия. Ну а теперь, как и обещали, наш рейтинг рождественских ярмарок. Этакий топ-5. И начнем мы наш рейтинг с Пражской ярмарки. К сожалению, нам так и не удалось там как следует развлечься из-за огромных очередей. Таких очередей мы не видели ни в одном из посещенных нами городов. Также подпортил впечатление сильная наледь на земле, с чем город, к сожалению, никак не боролся. А количество прилавков было несопоставимо с количеством туристов. Однако локация ярмарки, городская елка и атмосфера, конечно, были незабываемы. Но все-таки стоять по 40 минут в очередях куда угодно не самое интересное занятие. На 4-е место мы поставим Кведринбургскую ярмарку. У нас она заняла особое место в сердце, так как именно с нее мы и начали это путешествие. Несмотря на то, что город впечатляет своими средневековыми улочками, все же стоит признать, что сама ярмарка очень маленькая и много времени здесь провести не получится. Ярмарка Гента занимает 3-е место в нашем рейтинге примерно по той же причине. Но в отличие от Кведринбурга, Гент – это просто шедевр архитектуры с куда большей вариативностью мест для посещения, и нам безумно понравилось исследовать его. К тому же, по нашему мнению, из всех рождественских ярмарок угощения в Генте были самыми вкусными. 2-е место мы отдадим Лейпцигской ярмарке. У нее отличное расположение в центре города, большая протяженность и разнообразие. Все это нам показалось очень привлекательным. И по факту единственная причина, почему эту ярмарку мы не поставили лидером, заключается в том, что на 1-м месте находится еще более волшебная локация. А точнее, их даже 2, не так ли? Да, на самом деле мы просто не смогли определиться. Итак, лучшие рождественские ярмарки в нашем списке. Наш первый победитель – это Дрезден. Здесь можно погрузиться в атмосферу средневековья, оценить ярмарку ремесленников, развлечься на каруселях и отведать традиционных лакомств. А главным победителем, к нашему собственному удивлению, стала рождественская ярмарка Вернигероде. Эмоции после посещения этой локации не утихают еще долго. В отличие от больших городов, местная рождественская ярмарка более камерная, с теплотой и вниманием к деталям. Ведь, по сути, именно с уютом чаще всего ассоциируются новогодние праздники. Вернигеродская ярмарка – это именно то место, где полностью можно ощутить дух Рождества в умеренно спокойной, веселой и дружелюбной атмосфере города. И если ярмарка Дрездена идеальна для более классического и туристического отдыха, то ярмарка Вернигероде – это место для души. Знаете, пока мы составляли рейтинг наших любимых рождественских ярмарок, мы пришли к одной очень простой, но очень важной мысли. На самом деле, совсем не важно, какую именно ярмарку вы посещаете. Все они существуют для того, чтобы усилить вот это особенное ощущение праздника и подарить нам немножко волшебства. Да. Это как традиция смотреть любимые фильмы на Новый год или ожидать подарков под елкой. На самом деле в этом и заключается вся магия рождественских ярмарок. Создать атмосферу, которую все мы будем вспоминать с теплотой. Поэтому выбирайте любую ярмарку, берите друзей, родных и погружайтесь в рождественское чудо. Поверьте, вы не пожалеете. А на этом у нас все. Спасибо, что были вместе с нами в этом особенном зимнем путешествии. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки
И увидимся с вами в следующем выпуске.